Вой воздушной сирены, грохот взрывов, орет автомобильная сигнализация. Люди прячутся от осколков в импровизированных укрытиях и за бетонными блоками. Так в марте 2024 года выглядит Белгород, некогда один из самых благополучных городов России. В последние 2 предвоенных года Белгород довольно часто попадал в федеральные новости. Шли дискуссии о начатой и вскоре свернутой там транспортной реформе. О новаторских урбанистических инициативах, которые сначала внедряла одна администрация, а потом отвергала другая. Самая главная белгородская новость с конца 2021 года была о радикальном переустройстве улицы Щорса. Говорилось, что оно смогло не только увеличить ее провозную способность, но и снизить за год количество пострадавших от ДТП аж на 30%. Так и должно быть. Крупный областной центр должен поставлять примерно вот такие новости. О том, как жизнь горожан стала безопасней, комфортней и благополучней. Даже при нынешней политической системе, построенной на воровстве и беззаконии, даже в такой системе Белгород развивался и хорошел. Сейчас это уже не так. Белгород находится под постоянными обстрелами, как и Грайворон, многострадальная Шебекино, поселок Разумное и другие населенные пункты Белгородчины. Сирены звучат и в Курске, о ракетной опасности сообщают жителям Воронежской области. Десятки мирных граждан погибли, сотни ранены, у тысяч жилье повреждено или полностью разрушено. В приграничных районах гибнут проходящие там службу солдаты-срочники. Война, начатая Путиным в феврале 2022 года против Украины, снова вернулась в Россию. Нечасто мы на нашем канале упоминаем ультрапровоенные издания. Но в данном случае стоит процитировать не либеральное, а именно такое СМИ. Белгородцы ежедневно переживают ужас ракетных ударов и сидят в укрытиях. Немало погибших и много раненых. Но если к обстрелам можно привыкнуть, то к равнодушию нет. Оно ранит сильнее осколков. Пока регион переживал новые бомбежки, остальная страна отмечала Масленицу и делала веселые селфи на выборах. Как будто нет ударов по Белгороду. Как будто там не погибают ежедневно взрослые и дети. Как будто, если закрыть глаза и заткнуть уши, проблемы белгородцев решатся сами собой. Раз в год и палка стреляет. И в данном случае сверхлоялистский Царьград, кажется, показал реальное настроение белгородцев. Люди чувствуют себя брошенными. Впервые со времен Великой Отечественной войны регулярная армия иностранного государства бьет снарядами, минами, ракетами и барражирующими боеприпасами по российским городам и поселкам. После 1945 года такого в нашей истории не было ни разу. Жители полумиллионного Белгорода и его агломерации, миллионы людей в приграничных областях ждут какой-то реакции от главы государства, например. Требуют ее в социальных сетях, пишут комментарии под выпусками новостей в интернете. Им недостаточно брифингов губернатора, пообещавшего эвакуировать несколько тысяч детей. Что, конечно, правильно – увести школьников из-под обстрелов. Но что прикажете делать остальному городу? Ситуация беспрецедентная. Президент просто обязан обратиться к нации. В российской пропаганде вон принято постоянно кивать на США. Ну так вспомним, чем обернулось для Джорджа Буша-младшего запоздание с эфиром после событий 11 сентября. Граждане долго не могли ему этого простить. Всего несколько часов едва не стоили Бушу-младшему карьеры политика. А Белгород и его города-спутники находятся под ударом аж с прошлого года. И уже целую неделю, примерно с 12 марта, по нему идет массированный обстрел. Эти дни буквально назвали неделей ада. Но до 17 марта начальству не хотелось испортить картинку перед президентскими выборами. Гораздо важнее было отчитаться о 100% голосовании в Шебекино. Просто оцените степень цинизма. Город под обстрелами, люди за продуктами выходить боятся. А на Шебекинском участке номер 1130, по официально опубликованным данным, из 2500 зарегистрированных избирателей пришли прям все 2500, и все проголосовали за Путина. О как! Люди на Белгородчине поголовно рискуют жизнью ради любимого президента. Так может, после выборов он скажет хоть слово о происходящем? И да, он действительно сказал. Мимоходом, отвечая на благодарность врача Светланы Немцовой за постройку в Белгородской области нового инфекционного центра. Светлана Алексеевна, прежде всего хочу
выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу сказать, выразить слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, ну и по многим другим, не буду все перечислять, есть над чем работать, и мы все сделаем, все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему это противник предпринимает такие действия. Вот. Конечно, мы можем ответить тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Вот. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили. Последние 3 фразы Путина звучат до ужаса цинично. Но посмотрим на них с другой стороны. С самого начала полномасштабной войны не было буквально ни одного дня, чтобы российская армия не наносила удары по украинским городам. В международную ленту новостей попадают лишь самые смертоносные из российских атак. Удары по Виннице, Днепру, Одессе, по селу Гроза. В местных украинских новостях информация об обстрелах со стороны российских войск публикуется намного чаще, чуть ли не с периодичностью прогноза погоды. Многих, наверное, удивит, что и сайт Харькова, и одна из старейших газет Востока Украины «Знамя индустрии» публикуют новости на русском языке до сих пор. В обоих источниках можно прочитать, как российская артиллерия бьет по городам, где живут русскоязычные читатели этих новостей. К примеру, Константиновская громада. 20 марта обстрелы, 19 марта обстрелы, 16 марта обстрелы, 13, 12 и 11 марта обстрелы. Осенью 22 года один из российских пропагандистов, Дмитрий Киселев, хорошо поставленным голосом рассказывал, почему так важно уничтожить всю гражданскую инфраструктуру Украины. Что, мол, украинцев необходимо оставить без тепла, электричества, воды и канализации. Пропагандисты помельче, вроде Сергея Мардана и Соловьев Лайв, вслух мечтали о дымящихся развалинах Харькова и Киева. Так вот, в свете вышесказанного, что означают слова Путина, мы, конечно, можем ответить тем же. Означают они простую вещь. Российская армия не сделает с мирными городами Украины ничего сверх того, что она уже и так делает, ежедневно и более 2 лет подряд. Эскалировать это уже некуда. Украинская страна по разным причинам более года воздерживалась от массированных ударов по жилым районам на территории России. Сначала Украине это строго запрещали западные партнеры. Шольц, Макрон, Байден прям так и говорили: никакого оружия для ВСУ в случае обстрела городов на территории России в ее международно признанных границах. Во-вторых, популярные тогда украинские спикеры вроде Алексея Арестовича и Михаила Подоляка постоянно говорили, что Украина не должна отвечать военными преступлениями на военные преступления. Но то время прошло, и западным лидерам, похоже, надоела роль защитников российских городов. Им за это, как говорится, деньги не платят. Украинскому обществу, где уже у каждого есть убитый или раненый знакомый, проповеди такие тоже надоели. Их настроение сейчас выражают совсем другие слова Подоляка. Россияне, мол, говорит, должны узнать, что такое жить в бомбоубежищах и постоянно слышать сирены. У Украины развязаны руки. Она сама себе их развязала. ВСУ, если им будет поставлена такая задача, могут наращивать удары по населенным пунктам Белгородской области. Могут повышать планку насилия. А Путин не может. Он и так уже 756 дней подряд обстреливает украинские города, и некоторые из них полностью стер с лица земли. Что же он может сделать теперь? Не очень понятно. Поэтому и в эфир выйти не с чем. Ему нечего сказать ни белгородцам, ни всей остальной России. Остается только посреди разговора про инфекционную больницу что-то там пробормотать, что у нас есть свои планы, будем идти, потому что мы там наметили. То есть у меня есть план, и я его придерживаюсь. Но что за план, я вам не скажу. Весной прошлого года я прямо говорил о том, что война может прийти к тому состоянию, в котором она сейчас. Что снаряды могут летать через государственную границу и в обратную сторону.
что зеркальным ответом на военные преступления против украинских граждан станут, в конце концов, военные преступления против россиян. Джозеф Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон вообще-то не несут ответственности за жизни российских граждан и сохранность российских городов. Почему это должно их интересовать? Они совершенно спокойно могли бы представлять Украине военную технику и боеприпасы без каких-либо условий и ограничений. В свете недавнего рейда в Белгородскую область каждому из нас нужно понять: российские города до сих пор целы, российские мирные граждане до сих пор массово не гибнут только благодаря доброй воле иностранных государств. Владимир Путин не просто развязал войну, но и определил для нее такой уровень бесчеловечности, что Украине хватило бы лишь на 5% ответить России той же монетой, чтобы погрузить нашу страну в кровавый террор. И Украина может это сделать. И вот это случилось. Возникает вопрос, что с этим делать? Горячие головы будут требовать захватить Харьковскую область, откуда наносятся удары по Белгороду. Но это потребует новой волны мобилизации, новых, как это говорят, мясных штурмов. Причем результат далеко не гарантирован, ведь на захват каждого небольшого районного центра у российской армии уходят многие месяцы и десятки тысяч солдат. Марьинку вооруженные силы России брали 1,5 года, Авдеевку почти 2 года. То, что ЧВК «Вагнер» смогла овладеть Бахмутом за 10 месяцев, потеряв, по словам Пригожина, 20 тысяч человек убитыми, считается по меркам текущей войны чуть ли не эталоном успешной наступательной операции. Идея отодвинуть линию фронта подальше от Белгорода, если и реализуема в теории, то лишь ценой огромных жертв и долгого времени. Другой вариант — эвакуация. Но как можно эвакуировать целиком 300-тысячный Белгород, полумиллионную городскую агломерацию и 1,5-миллионную область? Не говоря уже о других приграничных областях. Ответ простой. Если вы не Советский Союз времен Сталина или хотя бы Горбачева, который сумел буквально одним днем эвакуировать Припять, то это никак невозможно. Единственный способ обеспечить нормальную жизнь в Белгороде – прекратить бессмысленную войну. Никто особо не помнит, ради чего она вообще затевалась. Ради нерасширения НАТО на восток? Или ради того, чтобы Владимир Зеленский не угнетал русских людей в тех украинских городах, от которых теперь не осталось ничего, кроме названий? Или ради безопасности жителей ДНР и ЛНР, которых в 2021 году погибло 8 человек, а после начала спецоперации десятки тысяч, уж ни одного мужчины почти не осталось? Или ради безопасности россиян, которых со дня победы в 1945 году никто и никогда не обстреливал, если не считать внутренних боевиков и террористов? А теперь убивает и не отдельные единичные боевики, а регулярная армия второй по величине страны в Европе. Нет никаких сомнений, что военные преступления против жителей Белгородчины, а стрельба по городу из РСЗО – это, конечно, военные преступления, будут использованы путинской пропагандой как новое обоснование войны. Пропагандисты обожают ставить телегу впереди лошади и уже сейчас на голубом глазу заявляют: война была затеяна в 22-м, потому что в 23-м и 24-м украинская армия обстреливает Белгород и Шебекино. Если руководствоваться такой логикой, война не закончится вообще никогда. И люди по обе стороны границы никогда не перестанут гибнуть. Такая риторика, нарушающая логический принцип причинности, стоит слишком дорого для граждан как Украины, так и России. Война, которую развязал Владимир Путин, это первопричина смертей и разрушений и на Донбассе, и в Украине, и в Белгороде, и в Белгородской области. До СВО никто по Белгороду не стрелял. Даже представить себе невозможно было, что такое может происходить. Власть должна прекратить свою маленькую победоносную войну. Это единственный путь к миру и к прекращению бессмысленной гибели людей. Эта война ни зачем не нужна ни жителям Донецкой и Луганской областей Украины, ни белгородцам или другим россиянам. Она нужна только Путину, а Россия платит за нее очень дорого и продолжает платить. А жители Белгорода и области очень правильно делают, что не дают о себе забыть, не позволяют замолчать свою трагедию. Именно это, чтобы об этой трагедии просто никто не говорил, было бы очень выгодно властям, которые поставили под удар сотни тысяч людей. Как им просто выгодно списать 300 тысяч человек, мобилизованных в прошлом году. Им легче всего было бы списать со счетов и жителей Белгородчины. Но люди не молчат, требуют, чтобы их увидели и услышали. И очень важно, чтобы вся остальная Россия не махнула рукой на беду своих соотечественников. Путинский телевизор постоянно пугает зрителей, что Европа, американцы и либералы так и норовят развалить нашу страну. В действительности же распад государства наступит,
когда и если страна начнет игнорировать свой собственный регион. А жители региона ощутят, что они остались один на один с бедой, что у них нет своей страны, что за ними не стоит российское общество. В отличие от всех тех украинских городов, куда нас не звали и где нас никто не ждал, Белгород — это Россия. Шебекино и Грайворон — это Россия. Нельзя их не замечать и продолжить жить, как ни в чем не бывало. Важно присоединиться к голосу людей, живущих там, слышать его и не позволять заткнуть уши властям. До завтра.